Приятно с вами познакомиться. Ой, Лидия Кетра. О май гад! Черт. И к кому же нам обратиться-то, интересно, а? Ну тут один корабль буквально. Что? Ребята, это ж Зариф! Там Зариф, ребята! О, поздравляю, бармен по имени Асил теперь не бармен. Поздравим его на новом посту советника Мемфисатона. Но я все еще помню наш поход в катакомбы. И то, что оттуда что-то забрали быстрее меня. Кто забрал, что забрал, сейчас и узнаем. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней, сезон, в котором мы побывали в жопе. Угу. И ведь действительно, если не вдаваться в подробности о новом советнике Асиле, предыдущем советнике, о том, что тоефетунцы так или иначе связаны с городом, в котором мы находимся, то из всего этого многообразия я запомнил очень важную информацию. Тоефетунцам важны были некие катакомбы, которые находятся под главным храмом города. Вон он. Я вроде как не прям дурачок, сразу понял то, что эти катакомбы очень важны для сюжета, поэтому сразу попер прямо туда, напролом. Признаюсь честно, критическая ошибка. Как только я туда попал, меня ждали опасности, ловушки, падающие полы, взрывы, отравления и в самом конце ничего. Да, представляете, хоть я и торопился, я не смог найти то, что искали тоефетунцы. И, видимо, это первый случай за все время, когда они добрались до огня быстрее меня. Хотя, может быть, там и не было никакого огня, подтверждения никакого нет, но мало ли. Короче, в конце предыдущей серии мы договорились поговорить с Акетрой, рассказать, что было в храме. И, в общем-то, я, наверное, это сделаю, но перед этим я прошу прощения, у вас тут опять какой-то спор? Нет? Видимо, просто болтают. Я очень боюсь пропустить хоть какой-то дополнительный контент. Ну, мало ли. Здравствуйте. Что-нибудь скажете? Эти сторонники Монту держат нас за идиотов. А чё это? У вас советник новый. Сейчас он все порешает, не парьтесь. На всякий случай проверяем статуи. Они не светятся. Прокачать оружие мы не можем. Ну и ладно. Тогда пойдем к Акетре. Эй, люди! Вкуснейшие арбузы только Стой. у меня! Подходите, подходите, покупайте! Мелюзга. Реально, что он тут забыл? Пойдем отсюда. Эй, молодой человек! Я вижу, вам нужен хороший сочный арбуз! Подходите, выбирайте! Да, а ты не слишком мал, чтобы торговаться на рынке? А вы слышали? Мал да удал. Я из небогатой семьи, но хочу получать образование. Хочу платить за него. Я работаю. К тому же, для последующего поиска работы очень полезно иметь опыт. Когда я вырасту, я хочу стать советником Нарфаниса. Советником по торговле. Правда, пока что у меня совершенно не получается копить. Все, что я зарабатываю, трачу на сладкие яблоки и игрушечных скоробеев. Как научиться копить, дядя? Ну слушай, ребенок, научиться обращаться с утенами это действительно сложный, но очень важный навык, ты прав. А помочь тебе в этом может карта Тинькофф Джуниор! Прямо сейчас перед вами настоящая дебетовая карта для детей до 14 лет. Если ты, как и этот ребенок, хочешь научиться копить деньги, то Тинькофф Джуниор с клевым дизайном со смешариками именно то, что тебе нужно. Ведь расплачиваясь с картой, ты будешь получать бонусы. Один бонус равняется 1 рублю. А еще при помощи этой карты ты сможешь сам накопить на свою мечту. Не тяжело догадаться, в отличие от обычной копилки, где деньги будут просто лежать и лежать, откладывая деньги на своем счету, ты будешь получать дополнительный доход до 7% в год с подпиской Тинькофф Про. У тебя даже появится доступ в крутое приложение, внутри которого ты сможешь пройти простые и достаточно интересные курсы по финансовой грамотности. Переходи по ссылке в описании, где тебя уже ждут Лосяш, Савунья, Копатыч, Нюша. И поторопись, ведь карты в особом дизайне ограничены. Ты понял меня, ребенок? О, наконец-то! Моя мечта по завоеванию Нарфаниса еще ближе! Хе-хе-хе. Такой маленький, а уже взрослый. Горжусь им. Не забывайте, ссылка в описании, оформление в пару кликов. Ехала. Так, а вообще, я надеюсь, меня не потеряли? Здравствуйте, кто-нибудь есть? О, Лидия Кетра. Приветствую.
А поздороваться? Не? Не учили здороваться? Доброе утро, там все Хануф, такое. я готова. Ой. Да, госпожа, начинаю. Ну, Лолошка, рассказывай, как дела? Как спалось? Готов ли ты поведать, что обнаружил вчера? А? Госпожа, пожалуйста, не дергайтесь. У меня криво получается. Ладно, ладно. Но ты продолжай, ты рассказывай. Так а что я могу рассказать? Ну, я, получается, не Эй, нашел госпожа, завтрак готов. О, ну наконец. Сдерик, ну серьезно, и ты туда же. Дайте мне закончить. Оу. Ладно, все, Хануф. Я сижу, не двигаюсь, честно. Да, леди, спасибо. Сдерик, расскажи мне, пожалуйста, что на завтрак? А то мне теперь даже голову повернуть нельзя, сам видишь. Изысканнейшее блюдо, госпожа. На свежайшей, еще теплой лепешке заботливо намазан ваш самый любимый авокадо, размятый с солью, перцем и моими секретными приправами. А сверху, точно посередине, гордо расположилось яйцо Бенедикт. А для утреннего заряда бодрости я сделал для вас апельсиновый сок. Ой, Хануф, ты там еще долго будешь, а? Я сейчас от предвкушения просто лопну. А лепешка-то остывает. Ну ты погляди, а? Этот апт еще смеет дразнить свою госпожу. Лолошка, кстати, ты обещал нам рассказать, что нашел в том храме, помнишь? Да, ну, там были ловушки, получается, и пустота в конце. Коротко описать события, рассказать в красках и размахивая рук. Ну, давай в красках. Ну-ка, это покажут? Ой. Ай, какая потрясающая история, Лолошка. Да, О, это правда. У меня аж дух захватило от этого рассказа. Жаль, конечно, что ты в итоге так ничего и не нашел. Видимо, предыдущий советник был одним из членов той Фетуна. О, так да, я точно такого же мнения. Угу, да, согласна. Я думаю, он нашел огонь и сразу отправился в Нарфанис. Получается, они совсем немного нас опередили. Может быть, если бы мы не задерживались на курорте, то огонь был бы сейчас у нас. Простите, леди, но мы не могли не задержаться. Мы устранили тех, кто мог выстрелить нам в спину, помните? Да, ладно, ты прав, Абди, ты прав. Я просто очень переживаю, что каждый такой артефакт обладает божественной силой. Мы не знаем, что Тойфетун собирается делать с огнями, но мы знаем, что явно что-то не очень хорошее. Нужно отправляться дальше. Вот что я поняла. Ты, кстати, Лолошка, говорил что-то про Лазатеповый пролив, верно? Там есть какой-то огонь? О, да ладно! Я наконец-то могу рассказать про карту, которую дал мне Вилли. Вилли, это мой хороший знакомый из порта Нара, рассказал мне про Горн Селиасет. А? Погоди, он разве говорил, что это Селиасет? Возможно, говорил, просто я забыл. Друзья, это, знаете, скорее догадка. Я не уверен, но можно было бы попробовать проверить. Да, знаете, я не уверен, что он там есть, поэтому давайте лучше в Дидинах Вамдис, окей? Не-не-не. Вилли, это мой хороший знакомый, рассказал про Горн Селиасет. Да ладно, я слышал про этот горн, я слышал! Говорят, что Селиасет покровительствовала первым путешественникам. Она хотела, чтобы Миср был как можно более изученным. По легенде, которую я читал, этим горном она взывала к душам авантюристов. Но я ничего больше не нашел, так что даже не знаю, что он делает. Если верить Вилли, он помогает в плаваниях, обеспечивает безопасность. О, Ух ты. ничего себе! Вот бы тебе этот горн, когда вы отправились за Рифом на Шахтерские. Эй, О, Сдерик, Сдерик. пожалуйста, я предпочитаю не вспоминать эти события. Ну, простите, пожалуйста, молчу. Леди Акетра, простите, а как мы доберемся до Лазатепового пролива? Тут, конечно, не так уж и далеко, но нас отделяет песчаное море. Я понимаю тебя, Хануф. Думаю, лучше всего будет отправиться в порт и поискать там корабль. Ну да, это как будто бы очевидно. Какие у нас еще есть варианты? Ну, очевидно, ты погляди на него. Какие все умные становятся, когда кто-то уже предложил идею. Ладно, ребята, нечего нам рассиживаться. Последние пару дней были относительно спокойными. Можно считать, что мы даже отдохнули. Эй, что? В смысле? Почему все считают, что этот город спокойный? Ладно, я, может быть, не так сказала. Город может быть и неспокойный, но, Сдерик, согласись, это первое место, где мы смогли
где нас пока что не пытался кто-то убить. Ну, ваша правда. Да. В общем, ребята, план такой. Я переодеваюсь, и мы отправляемся в порт. Встречаемся в лобби. Хануф, вы с Абди соберите наши вещи. Мы сюда уже, скорее всего, не вернемся. Хорошо. Ладно, Хануф, пойдем собирать вещи. Да, пойдем. Ага. Все, получается, собираем вещи. И неужели мы опять покидаем место, в котором только осели? Да ладно. Я только начинаю привязываться к городу, я только начинаю привязываться к местности. И тут тебе на, в другой город, пошел отсюда. Так, а я с кем-то поговорить могу? Сдерик, привет. О, Лолушка, ты... Знаешь, мне не нравится Мемфисатон, вообще не нравится. Мне стыдно, что столько сторонников Монту тратят время на бессмысленные стычки. Я не понимаю, как можно свою злость оправдывать религиозными убеждениями? Устраивать сцены, скандалы, закатывать драки. Неужели они думают, что... это именно то, чего бог Монту хочет? Нет, нет. Понятно же, что нет. Мне кажется, что эти люди забывают изначальный смысл нашей религии. Из-за этого мне здесь не нравится. Ни Асилу, ни Акетри не понять этого. Да и ты, честно говоря, Лолошка, вряд ли это до конца понимаешь. Вы все не поклоняетесь Монту, не понимаете значение труда для истинного верующего. Так, ладно, что-то я совсем душно стал разговаривать. Да уж. В этой печке не так душно, как от моих разговоров. Мне, кстати, нужно собрать продукты, раз мы уходим. Все, я занят, Лолошка. Ну ладно, занят так занят. Так, слушай, а я могу тебе что-то подарить, не? Положительные подарки, золотая морковка, сэндвич с курицей. Рисковать и дарить что-то другое я не буду, поэтому смотрите, мы делаем морковку, мы делаем слитки, ставим верстак и все это дело объединяем. Та-дам! Ой, что я делаю-то? Сначала кусочки золота, и потом уже золотую морковку. Эй, Сдерик, привет. Сделать подарок. Лолошка, спасибо. Да благословит твою душу Монту. А теперь уйди, пожалуйста, я занят. Ладно, понял. Так, ну что ж, не зря поговорили. То есть Дереку все еще не нравится этот город, и мы понимаем на самом деле его более чем прекрасно. То есть мы видели вот эти стычки, мы видели эти споры, и как будто это уже было больше похоже на детский спор, типа, что круче? Мы крутые! Нет, мы крутые! Нет, мы! Нет, мы! Ну, вы поняли. Так, в любом случае, я со всеми должен встретиться в лобби. На всякий случай вот это проверяем. Нет, зайти я не могу, ладно. И... Какого черта? Слушай, меня не интересует, что ты там знал и чего ты там не знал. Какого черта ты не сообщил мне, что в моем отеле остановилась леди Акетра? Да ты хоть знаешь, кто она такая, а? Ой. Эй, парень, ты! А ну-ка, подойди сюда. Чего? Побежать предупредить Акетру, убежать, подойти, наверное. Так и быть, как говорится. Что? Что не так со мной? Ты же Абд леди Акетры, верно? Да? А вы, я так понимаю, владелец этого отеля? Ну да. Чьи еще Абды могут позволить себе так одеваться? Очень рад. Я сначала подумал, что ты сейчас сбежишь от меня, но ты не из робких, как я вижу. Принимать в моей гостинице великую просветительницу для меня большая честь. Ой. Где твоя госпожа, а? Знаешь, вам очень повезло, что вы решили остановиться именно здесь. Да. Ой. Вы тоже слышали, да? Ой, ну вот Там как будто раз какой-то спор. идет. там Но как мы будто уже, если какой-то честно говоря, мужчина уходим. кричит. Эй, что здесь происходит? О, госпожа собственной персоной. Поверить не могу. Я ваш фанат. Да. Я читал все ваши трактаты, даже самые первые. А ваши размышления о городском строительстве, да они же лежат у меня прямо под подушкой. Я их читаю, если у меня прям совсем плохое настроение. И... Что вы такое говорите? После того трактата я выпустил более расширенный вариант. Да, он содержит более глубинный анализ и варианты утилизации верблюжьих отходов. Да, конечно. Но в первом трактате есть особый шарм. Ваша идея единого стиля. Это ж такое новаторство. Если бы только все жители Мисра ознакомились с вашими мыслями, леди Акетра. Насколько бы преобразились города. О, знаете, я польщена, что вам такое понравилось, понравились мои работы, но позвольте поинтересоваться,
С кем я имею честь разговаривать? Да, конечно, простите. Я так волнуюсь, что даже забыл представиться. Меня зовут Барути, и я владелец этого места. Угу, Барути. Приятно с вами познакомиться. Ой, леди Кетра. О май Мне это как гад! приятно, мне это как... Госпожа, я восхищен вашей смелостью. Я знаю обо всех ваших злоключениях в Нарфанисе. Но поверьте, здесь, в моей гостинице, вы в полной безопасности. О, Барути, спасибо вам большое. Но, увы, нам, к сожалению, уже пора отбывать. Да, я знаю. И я в ярости, что узнал о вашем пребывании здесь только сейчас. Госпожа, пожалуйста, я просто хочу, чтобы вы знали. Вы не единственная понимаете, насколько ужасно все происходящее в Мисре. И вы не единственная боретесь с несправедливым устройством нашего общества. Да. Барути, спасибо большое. Вы не представляете, насколько важно мне это услышать. Но предыдущий советник, который был в нашем городе, был настроен иначе. Именно он настраивал жителей друг против друга. Причем делал он это явно не один. Фестивали в один день и в одном месте, чтобы они мешали другим, а? Сорванные ритуалы со стороны обоих богов, клевета. О, вы бы видели, как они манипулируют новостями. Например, убили девушку на улице. Ужасное происшествие, страшное горе, страшное. Но на утро мальчишки разносят по всем улицам эту новость как... сторонница Монту была убита. Как связаны с этим сторонники Роноса? И так во всех новостях, представляете? Да очень тонкая работа, очень тонкая. Сам себя он нигде не запятнал, нет. Но учитывая, что обстановка между последователями этих богов накалялась много лет, в годы присутствия этого советника все дошло до... вот таких вот стычек. Вот оно как. Что ж, надеюсь, новый советник поможет восстановить мир и спокойствие. О, и я, госпожа, я-то как надеюсь. Мне, знаете, кажется, предыдущий советник думал, что жители просто попереубивают друг друга, стоит ему уехать. Да, все действительно к этому шло. Поэтому я хоть и злюсь, что потерял бармена, но все-таки думаю, что его назначение стало спасением для всего нашего города. Уж простите, если что я вас так задерживаю-то. Не буду больше вас отвлекать на вашем пути, леди Кетра. Очень надеюсь, что еще вас встречу. Да. Боже. Барути, очень приятно, очень. Спасибо. Какой? Я сначала подумал, что он сторонник той Футуна, но нет. Черт. И к кому же нам обратиться-то, интересно, а? Тут один корабль буквально... Что? Ребята, это ж Зариф! Там Зариф, ребята! Вон он! Вы посмотрите! Эй, Зариф! Зариф! Мы здесь! Алло! Батюшки! Господи! Друзья мои! Сдерик! Что вы здесь делаете? Вот уж кого я точно не ожидал здесь увидеть, так это вас, представляете? Какая радость! Ой. Госпожа, вы, если что, как всегда, великолепны. Слушай, Зариф, а ты-то что здесь делаешь? Я приезжал на Гезиру навестить маму. Она решила какое-то время пожить на острове. Сейчас ей это уже явно не вредит здоровью. Потому что, представляете, с Гезиры пропал яд! Вы что-нибудь слышали об этом, а? Да уж, Зариф, мы не только об этом слышали. А? Что ты имеешь в виду? Эй, Зариф, а как ты оказался здесь? Неужели решил подзаработать и перевести парочку беженцев? Не-не-не-не-не, вы что, леди? Я таким не занимаюсь, что вы? Это, конечно, хорошо, что на Гезире пропал яд. Маме теперь там дышится свободно. Да вот только из-за этого сильно ухудшилась экономика острова. И там просто нет провизии. Все, что я брал с собой из Нарфаниса, я оставил маме. А здесь я собирался закупиться новой провизией. Вот. В общем-то, я этим и занимался, пока
вас не встретил. С экономикой? Слушай, Зариф, а ты не хочешь подзаработать и свозить нас к Лазатеповому проливу? Серьезно? Вы что, решили заинтересоваться туризмом? Это, леди, очень неосмотрительно. Ведь, напомню, вы все внесены в список. Да и на Лазатеповом-то смотреть особо нечего. Там никто не живет. Уже очень-очень давно. Когда мы еще жили на Гизире, ну, то есть, когда я был маленьким, там уже никто не жил. О, Зариф, если ты переживаешь, что тебя поймают с людьми из списка, то так и скажи. Мы все понимаем. И даже не обидимся. Очень неприятно такое слышать, леди. Очень неприятно, знаете ли. Лололошка мой друг. Он меня как бы от смерти спас. Неужели вы правда думаете, что я могу вам отказать? Я же за вас волнуюсь. Да я ради вас на все готов, друзья. О, вот это по-нашему. Вот это здорово, Зариф, молодец. Он же все еще Господи. ненавидит. Лололошка, а ты, надеюсь, передал своему другу, что я бы предпочел с ним больше не общаться? Эй, да ладно тебе, ну, Зариф. Ну, пожалуйста, ну прости, что накричал на тебя. Мне очень стыдно за тот случай. Ему стыдно. Хануф, Ой. слушай, а ты-то знаешь, что с ними произошло? Эй, Абди, прости, конечно, но Хануф не стоит этого знать, это точно. Ой. Ладно, простите за это недоразумение. Идемте. Конечно же, я отвезу вас к Лазатеповому проливу. Пойдем. Бедный Сдерик, а? Он же все пытается исправить. То есть он, ну, помните, он накричал за то, что мы спасли Зарифа, но не спасли скульптора. Вот, и поэтому Зариф после этого на него жестко обиделся, да. А я, кстати, знаете, у меня роза есть. Интересно, вот черная роза Кнефнтити, как она сработает, да? Помните, Абди сказал то, что эту черную розу можно один раз очень жестко использовать. И вот как бы опять же вопрос, могу ли я спасти скульптора спустя столько времени? Ответ, конечно же, очевиден, нет, потому что он сгорел буквально. Ну, то есть мы сожгли, помните его? Там Абди стрельнул, и огонь, бубум, бабам. Вот. Я уверен, то, что по сюжету у нас будет очень драматичный выбор, как использовать черную розу. И я на самом деле очень боюсь этого выбора. Давайте, ребят, я хочу вам кое-что сразу сказать. Те люди, которые смотрели сезон «Голос времени», помнят, что в сезоне был такой момент, где мы могли кого-то спасти, кого-то не спасти и так далее. И многие комментаторы разделились на два лагеря. Кто-то был со мной согласен, кто-то не был со мной согласен. Поэтому заранее, зная то, что явно такой выбор еще может произойти, я хочу вас попросить, ребят, пожалуйста, не нужно делиться на эти лагеря. Не нужно думать о том, то, что есть какой-то правильный или неправильный выбор. Мы наверняка могли сделать так, что скульптор мог выжить. Или мы наверняка могли сделать так, что Зариф бы не выжил. Этих выборов просто уйма. И я очень надеюсь, то, что когда произойдет такой момент, никто в комментариях не будет думать о том, то, что он резко разочарован в сезоне. Если у вас это вызвало какие-то эмоции, просто примите это. Не нужно сразу писать о том, то, что все дерьмо, все дерьмо. Но, возможно, мы эту розу даже ни разу не используем, поэтому плевать, я так, знаете, просто поболтал. Короче, что мы, плывем? Мы сейчас плывем в Лазатеповый пролив, получается, да? Зариф, скажешь что-нибудь? Не скажешь? Сдерик? А, подожди, может быть, мне нужно вот так? Да, поговорить. Ложка, ты как думаешь, он простит меня когда-нибудь? Я уже столько раз пожалел о том, что наговорил ему. Да, я помню, что сказал тебе, что не отказался бы от своих слов. Но, пойми, я был тогда ошарашен. Мне было больно, страшно и грустно. Я постоянно вспоминаю скульптора. Очень жалею, что его нет рядом. Но сейчас я также понимаю, что это большая удача, что Зариф здесь, с нами. И также я понял, что нужно ценить тех, кто жив, и показывать им, как ты их ценишь. Черт, а я сказал Зарифу, что предпочел бы, чтобы умер он, а не скульптор. Черт, он же никогда меня за это не простит. Какой же я дурак. Обалдеть. А может быть, мы как-то там сведем их, поговорить? О, Лолошка. Слушай, а твой мерзкий друг в курсе, что я вижу, как он пялится на меня? Как он может думать, что я захочу с ним общаться после его выходки? Конечно, он пытается извиниться. И звучит оно даже искренне. Но нет, я все равно так не могу. Есть вещи, Лолошка, которые невозможно простить. Мы уже скоро будем на месте, ты лучше отдохни, пока есть возможность.
Блин, мне так хочется, чтобы они как-то снова начали общаться. Ну ладно, может быть, они все-таки еще как-то сведутся друг с другом. О, кстати, а что если я сделаю вот так? Ну-ка, штаны Зарифа. Не? А если я сделаю вот так? Я в твоей одежде, привет. Поговорить? Нет? Блин, я думал, что это какая-то микропасхалка может быть. Так, ну, короче, он мне передал то, что он тебя любит. Поговорить. Так, Хануф, скажешь что-нибудь? О, видела. Там рыба прыгнула. Да, Абди, я увидела. Это, Хануф, песчаный окунь. Одна из самых распространенных рыб в песчаном море. А я их только на рынке видела. Уже без голов. Угу. Они, если что, не ядовиты и довольно питательны. Люди, кстати, на Гизире, например, в основном только ими и питаются. Ух ты. Абди, а откуда ты все это знаешь? Да, мне просто часто приходилось бывать на Гизире раньше. Даже не могу представить ее себе без яда, если честно. Ух ты. А ты много путешествовал в своей жизни? Ну, да, можно и так сказать. Но в основном я бывал на Гизире и на курорте. Хотя, конечно, потом какое-то время еще жил на Зеленом континенте. О, и... кстати, ты, наверное, не знал, мы с Халимой родились в маленькой деревеньке неподалеку от Водного моря. До того, как на наш дом напали, мы с Халимой хотели уговорить госпожу заглянуть в нашу родную деревню. Но... без Халимы я не захотела бы там появляться. Эй, Туханув, зачем ты так? Зачем? Может быть, ты могла бы встретить кого-то там из своей семьи? Нет, Абди. Вся наша деревня сгорела. Все погибли. Мы с Хануф просто хотели посмотреть, осталось ли там что-то, и прочитать молитву к Нефмтити. Оу. Хануф, ты, если что, прости, я не знал. Не стоит, Абди. Ничего страшного. Слушай, а у меня идея. А давай сейчас вместе помолимся за твою деревню и Халиму. О, спасибо, Абди. Знаешь, это хорошая идея. О, как это мило, блин. В итоге поговорить я с Абди отдельно не могу, да, потому что это один и тот же диалог. А, у нас еще Акетра. Кстати, у вас, ну, такая неплохая укладочка стала, да? Вы заметили, да? У нее немножко как будто поменялись волосы. Так, поговорить. Знаешь, нам так повезло, что мы встретили Зарифа. Вот это точно. Если бы не он, не знаю, как бы мы искали корабль. Я так волнуюсь. Интересно, мы вообще найдем этот Горн Селиасет? Мне кажется, что все это время нам очень сильно везло. Неудачи в Мемфисатоне — это первая ситуация, когда Тойфетун обогнал нас. Знаешь, с момента, как мы встретили Зарифа, я все думаю, а что бы мы делали, если бы нам встретился не Зариф, а Бурис? А еще, знаешь, я думаю о том, кого выберет Абди, если ему придется выбирать. Дана или же я? Я прожила столько лет и до сих пор понятия не имела об этом тайном обществе. А теперь оказывается, что предать может каждый, и его члены на каждом шагу. На то это общество и тайное, видимо. В любом случае, я счастлива, что купила тогда вас у Буриса. Ни за что бы не хотела вернуться к прошлой жизни, хотя и скучаю по ней иногда. Ну, что поделать? Как там говорится... Все, что не делается, к лучшему. Вот, поговорить. О, кстати, я даже подарить ничего не могу. Просто поговорить. Ну ладно. Что ж, получается, леди Акетра тоже думает, что мы просрали один из огней. То есть не успели быстрее, чем Тойфетун. Но, знаете, что я думаю? Я примерно уже догадываюсь, какой это может быть огонь. Мы знаем, что Тойфетунцы знают про щит. Щит Роноса. Вот, тут так и пишется. Лейла. Однако твоя помощь в обнаружении щита не прошла незамеченной. Ты будешь вознагражден. Короче, дело к ночи, как говорится, а на этом мы будем постепенно заканчивать. Я надеюсь, что с Дерек и Зариф как-то померятся, там все будет у них нормально. А также я, конечно же, надеюсь, что вам понравилась эта серия, надеюсь, что вы не забудете поставить лайк. Все ваши нажатия — это огромный буст мотивации не только меня, но и всей команды. Поверьте, им приятно читать комментарии о том, как вы их любите. Вот. Еще раз большое спасибо за ваше нажатие. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и... вражда между этими двумя. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.